Давным-давно, когда тени Мордора начали нависать над Средиземьем, вестники из разных уголков мира приносили тревожные вести. Орки, тролли, урукхаи, наемники и даже балроги. Армия тьмы сгущалась, как буря, готовая поглотить все на своем пути. На совете в Ривенделе собрались великие представители народа Средиземья. Эльронд возвестил о приближении страшного часа и необходимости объединения всех народов в союзе. Люди Гондора и Рохана, эльфы из Лотлариена или Халесья, гномы из гор и энты, древние стражи лесов, согласились объединить свои силы. Армия Союза отправилась в путь. Их армия, как великая волна, покрыла Средиземье. Они прошли через дикие земли, сражались с темными созданиями, но ни один из них не сомневался в правильности своего пути. Наконец, армия Союза достигла врат Мордора. Воздух был пропитан тьмой, а земля тряслась от вибрации приближающейся бури. Армия тьмы выстроилась перед ними, как непробиваемая стена. Союзники возвысили свои знамена, и битва началась. Звуки мечей, рев орков, грозные рыки троллей. Все слилось в грозовой оркестр, сопровождая великое столкновение света и тьмы. Люди Гондора сражались с упорством, достойным их великого народа. Эльфы танцевали смертоносные танцы с мечами, сверкающими в лучах солнца. Гномы сокрушали своими молотами, а энты раскрывали свои могучие ветви, как древние титаны. Вожди армии тьмы падали, но каждый павший вскоре заменялся новым. Битва была коварной, и смерть тянулась над полем, но армия Союза не знала отступления. После многих часов борьбы армия Союза начала преобладать.
Силы тьмы были разбиты, и остатки разбежались, словно темные тени под утренним светом. Осталась лишь тишина, прерываемая тяжелым дыханием выживших. Битва была выиграна, но не без потерь. Многие великие воины Союза не вернулись с поля боя. Песни печали и песни победы слились в единое восхваление тех, кто отдал свои жизни за свет и надежду. Союз Средиземья праздновал победу, зная, что они преодолели тьму, объединив разные народы во имя света. Под звездами Средиземья звучали песни, которые перейдут в легенды, ибо в этот день Средиземье узнало, что в единстве заключена настоящая сила –